Всем привет, добро пожаловать на канал, усаживаемся поудобней. И сегодня мы рассмотрим, как же все-таки оптимизировать этот Stalker 2. Как настроить графику, как включить генерацию кадров для DLSS карточек 2060, 2070, так же самое, как на 40-х сериях. Как избежать вот этот input lag, когда у вас просадки именно по графике. Так что усаживаемся поудобнее, всем хорошего настроения, мы начинаем. Ля-ля-ля, пацаны, сейчас, где еще один. Ах ты, сука, блядь. Как видите, вот тут мои характеристики ноутбука. У меня Legion 5 с RTX 3060, 5600 у меня процессор. И я включил генерацию кадров непосредственно в настройках. Как это сделать, я вам все покажу, все расскажу, ссылочка будет в описании. Ну а ты поставь лайк, подпишись на канал, ваша поддержка выше всего, рекламы на канале нет, да и не будет, кому она нужна, правильно? Поэтому лайк и респект вам точно однозначно. По поводу настроечек, смотрите, переходим в настроечки, нажимаем графику, спускаемся ниже, и как видите... У меня стоят настройки как бы средний-низко, но это учитывая то, что я делаю записи, я снизил буквально настройки. Можно поставить для карточек 2060 это средний-низкий, если лэптоп. Если у вас дискретная карта, то это больше у нас настройки средние будут. Для карточек 2070, 3070 это же средний-высокий или высокий-средний. Ну, тут можно, в принципе, поиграться. Но самое главное, это у нас масштабирование DLSS. Здесь так же самое вы выбираете, если у вас 2.60, то желательно это balance. Если у вас 2070, 3070, то это безусловно можно поставить quality. И самое главное, то, что у меня появилось, это создание кадров DLSS. Это делается с помощью мода. Я вам это все покажу. Разница колоссальная. Давайте сейчас сохраним изменения. Посмотрим без генерации и с генерацией. Нажимаем выключить. Возвращаемся обратно. И как видите, у меня на карточке 3060 лэптоп версии. У меня 60 плюс-минус кадров. Давайте посмотрим, как она будет выглядеть, когда мы добавим функцию генерации кадров для нашей игры. И включим on. Не FSR, то бишь мы теперь забываем про FSR, потому что много проблем больше из-за него, так как оно больше заточено для AMD карточек. Включаем именно DLSS генерацию кадров, применяем. И как видите, существенный прирост 40%, а то и выше. Игрушка стала более такая отзывчивая, более плавненькая. Как видите, графика достойна, но при этом вы можете ее еще выше поднять, потому что как бы я делаю запись. Поэтому DLSS on это наш выбор must have number one. Итак, что еще? По дисплею. По дисплею у меня без ограничений, но желательно вам ставить все-таки ограничения, чтобы система не перенагружалась, потому что в основном проблемы вылетов из-за того, что у вас система, когда загружена на 100%, у вас идет это падение производительности и это сильная просадка. Поэтому рекомендую вам, конечно, использовать MCA Afterburner, как у меня, чтобы видеть ваши показатели. Видос я тоже сделаю отдельно, потому что ребята просили. И как видите, у меня в NVIDIA Reflex она уже залочена со включенной минимальной задержкой. Это тоже самое главное. Также сам вам покажу. Ну и по сути все. Я вам показал разницу. Давайте теперь выйдем с игры и уже пойдем поэтапно. Итак, самое главное, это у нас мод, который этот убирает, смотрите, input lag. Можно перевести на русский. И здесь пишет: исправлено отражение в прицеле, исправлена чувствительность мыши, исправлен сбой шейдера видеопамяти. Этот шейдер видеопамяти, по сути, который нам и постоянно ломает систему, поэтому обязательно ставьте, и действительно многим это помогает. Сам мод, смотрите, называется STK SPF, все будет в описании, так что ничего сложного. Здесь, смотрите, само описание именно по этому моду, показывает, что более быстрая загрузка. Мод позволяет загружать ресурсы в фоновом режиме, позволяет игре использовать весь потенциал современных ЦП и ГП. Это центральный процессор и графический.
Далее мод повышает эффективность потоковой передачи ресурсов. Это, кстати, очень даже важно. Вот поэтому это must-have, и я считаю, это хороший мод, который тоже многим поможет. Как его ставить? Смотрите, переходите, нажимаете, давайте, в принципе, ручная загрузка, медленная скачка, и устанавливаете к себе, как говорится, на компьютер. Вот, что делаем дальше? Давайте, после того, как вы скачали, сейчас это все посворачиваю. Вот, у нас вот такая вот папочка будет. Ну, сначала архив, то бишь с архива достаете, вот, нажимаете сюда. Вот, и здесь, смотрите, есть файлы, которые нам нужно отправить конкретно в папку, чтобы оно именно заработало. Для этого здесь можно даже прочитать readme, и автор указал именно куда нужно это все отправить. Как видите, для файлов, которые имеют окончание ini, нужно его отправить по направлению, где ваша игра, appdata, local, stalker 2, saved, config, windows. Сейчас покажу, как это сделать. Нажимаете сюда, нет, нажимаете пуск, или можете сделать, просто нажать здесь выполнить. Вот, далее здесь, смотрите, вводите процент, пишите, ставите английскую озвучку, ну вы поняли, local, up, data, процент. Успеваете? Все хорошо? Ну, слава богу. В общем, нажимаете процент, local, up, data. Ну, в принципе, я это тоже оставлю в описании, так что кому сложно, можете просто скопировать, только единственное, смотрите, не делайте ошибки. Local, up, data. Отлично. Нажимаете local, up, data. Дальше спускаемся вниз. Внизу у нас, безусловно, Stalker 2, наш самый любимый, самый дорогой. Вот, Stalker 2. Далее у нас Saved. Если вы забыли куда, лучше вот так вот файлик открыть справа, чтобы тоже было понятно, куда его отправлять. Вот, и здесь у нас идет Updata, Local, Stalker, Saved, Config. Успеваете? Ну хорошо. Config. И в Config далее у нас Windows. Вот, и вот эти файлы берете, только не путайте, смотрите, тут есть с окончанием DLL, я там не закрываю, все нормально, мне кажется, может я закрываю своим лицом, потрясающе, спасибо. Вот, поэтому вот эти файлы, которые нам нужны, давайте вот так вот сверну, чтобы я не закрывал, engine ini с окончанием ini и input ini мы берем, копируем, нажимаем Ctrl-C и отправляем в папочку Windows, config Windows, к которому мы дошли, нажимаете вставить. Здесь нажимаете обязательно заменить, и по сути у нас все получилось. Но это ж не конец, у нас еще есть файлик именно непосредственно с DLL. DLL очень важная штука, которая действительно оптимизирует систему. И его нужно, если смотреть по описанию, отправить в папочку смотрите, Stalker 2, плагин с Chrome. Как это сделать? Если у вас Steam версия, вот, то переходите в Stalker, нажимаете настройки, управление. Успеваете? Все хорошо, то бывает спешу. Вот, посмотреть локальные файлы. Есть. Дальше мы это опять дело сворачиваем, чтобы было удобно. Дальше нам нужно Stalker 2. Дальше плагинс. Alright, есть. Отлично. Вот здесь нас интересует Chroma SDK плагин. Отлично. Взяли. Супер. Дальше third party. Хорошо. Боже, я самый лучший ментор на свете. Ну, ауф. Далее Win64. И как видите, здесь уже есть файлик Chroma. Вот, но его в любом случае так же самое надо его заменить с того архива, который вы скачали. То бишь нажимаете Ctrl-C, Ctrl-V. Вот, выбираете эту папочку. И сюда так же само его вставляете. Я не понял, что-то мне не захватилось. Давайте еще раз. Только не путайте еще раз Chroma Editor с окончанием DLL. Потому что это очень важно. Вот, нажимаете Ctrl-C. Ну, смотрю, Ctrl-C бывает ебабо. Так что нажимаете копировать. Вот, и именно сюда его заменяете, потому что файл обновляет, там свои как бы инструкции, свои конфиги. Вот, и на этом мы уже как бы оптимизировали то, что у нас уже будет, во-первых, как в принципе в описании, более быстрая загрузка, оптимизирование использования ГП, у нас не будет такой сильной загруженности, и вот этот конфиг будет уже вам помогать в плане того, что не загружать ваши как бы процессоры, ваш потенциал.
Вот, поэтому старайтесь просто сделать так, чтобы у вас не было именно такой сильной загрузки на видеокарту либо процессор. Вот, если у вас слабый процессор, то старайтесь пооптимизировать систему по именно настройки Windows, там поудалять лишние программы, чтобы у вас процессор не был так сильно нагружен. Дальше, по поводу включения у нас непосредственно DLSS. Я считаю, это тоже must-have, и этот вариант мне помог даже больше, потому что когда я использовал FSR, поначалу оно все супер, все хорошо, а потом опять эти резкие просадки. Вот, но это касается для карточек, безусловно, RTX 2060, 2070, 2080, 3050, 3060, ну вы поняли, короче, да. Вот, в общем, это та система, которая, по сути, у нас DLSS 3, только уже для карточек 4060. Вот, но почему-то сделали так, считается 2070, 3060 говном, вот, почему-то так посчитала Nvidia. Вот, но мы его можем включить, именно оно будет работать стабильно, как бы без всяких проблем, и действительно даст нам колоссальный прирост. Вот, поэтому, как его ставить? Так же само оставлю вам под описанием все. Вот, с этого, кстати, вас лайк. Обязательно пишите комментарии, стараюсь как бы тоже помочь, стараюсь ответить на ваши вопросы, как бы делаем общее дело. Вот. При этом, кстати, забыл сказать, потому что многие ребята тоже спрашивают. Выкладываю я также на ВК видео, есть группа, тоже в описании это есть. Выкладываю в Телеграм, выкладываю в Дискорд, где вы хотите, в Инстаграме, все у меня везде есть. Везде я, везде сущий, ну... Вот, поэтому буду рад, и ваша поддержка будет просто amazing. Спасибо. Итак, продолжим, хватит уже болтать, все равно никому не интересно, ну, как есть. Окей, здесь переходим, находим мод DLSS FSR, мой робот просто космос. Ну, здесь, смотрите, скачивать файлы, но есть один нюанс. При скачивании файла нас интересует... И действительно, вариант, который более, как бы сказать, для всех, для карточек 2060, там 3060, здесь лучше использовать Universal Pictures не представляет, вы поняли, да? А вот, почему он? Давайте я вам скажу, сделаем перевод. И здесь пишет, что ознакомьтесь с файлом, бла-бла-бла, универсальной библиотеки DLL, которая, в принципе, нам подходит, которую без всякого конфликта вы можете как бы использовать также само моды. Вот тоже покажу папку моды, которая у меня, и действительно это помогает, и все работает чики-бомбони. Вот, поэтому скачивайте обязательно DLSS универсальные. Вот, после того, как вы скачаете, давайте мы теперь это запустим, так, это мы закроем, чтобы не путаться. Вот, переходим, все выключаем. Вот у вас в архивчик, видите, да? DLSS to FSR. То бишь мы заменяем ваш FSR на полноценный для NVIDIA DLSS. И это мы делаем что? Генерацию кадров, не масштабирование, не путайте. Масштабирование это когда мы просто типа делаем картинку больше, тудым-сюдым. А именно генерация кадров это уже полноценно как FSR мы использовали. Только сейчас стабильнее более работает DLSS для NVIDIA. Вот, поэтому, как только вы разархивировали, смотрите, тут будет куча папочек. Важный момент, не путайте, следите внимательно, давайте как-то вам, я не знаю, есть столько вопросов одно и то же. Давайте вот так раскрою вам. Вам нужна папочка DLL Win HTTP. Запомнили? То бишь тут несколько папочек, вам не нужны все папки. Потому что в каждой папке, по сути, свои настройки, и они повторяются. Но та папка, которая действительно работает, которая универсальные именно плагины, это DLL Win HTTP. Хорошо? Спасибо. Вот. Нажимаете сюда, здесь так же самое читаете файлик, потому что в файлике указана именно инсталляция, куда ее нужно устанавливать. Вот. Ну, как вы видите, здесь чувак рассказывает это типа, как это сделать для Хогвартса. Вот. Но я немножко уже тут пошаманил, заменил тут просто сталкер, чтобы вам было тоже понятно. Так что это тоже можно удалить, а то вы скажете, Хогвартс, какой Хогвартс? Вот. Но я так понял, этот мод использовался тоже с проблемами DLSS генерации именно для Хогвартса. А мы его сделаем под сталкер. Класс. Итак, куда его устанавливать? Его устанавливать, по сути, в ту папку, где у нас установлен сталкер. Вот, если у вас Game Pass, то это будет там свои приколы. Если у вас Steam, как у меня, так же само. Нажимаем управление. Успеваете, все хорошо.
Фух, люблю пиздеть. Так, посмотреть локальные файлы. Извините за мой французский. Нажимаем Stalker. Это дело опять сворачиваем. А вот здесь у нас, куда там его... Так. Steam Apps, Common Stalker, Binaries. Успеваете? Да я сам не успеваю. Binaries, окей. Win64. Есть? Есть. И что тут нужно? И мы туда перетаскиваем файлики. Installation better, бла-бла-бла. Done. Файл, окей. В принципе, здесь только 2 файла. Ну, да почему у меня такой вид у нее? Давайте побольше ярлычки, чтобы видно было вам. Смотрите, в принципе, тут 2 файла, тоже не путайте. Так же самое берете, нажимаете копировать. Вот так вот нажимаете копировать. И, безусловно, вставляете его сюда. Если не ошибаюсь, у вас этих файлов может не быть, а может уже быть, поэтому спокойно, с чистой душой, проверено 100%, вы не переживаете, просто заменяете это дело. Вот, как только вы заменили, уже когда вы зайдете в игру, у вас появится вот это создание генерации кадров от DLSS. Напомню, ребят, это касается карточек RTX. Это там 2060, 2070, 2080, 3060, 3070 и так далее. Вот. И также само поиграйте с тем, что по настройкам, если у вас десктопная, если у вас ПК, конечно, вы можете поставить выше, потому что на десктопе там больше запасов мощности. И это выше средних можно спокойно ставить по самой графике. Но сглаживание вы ставите на средний-низкий. Но я зайду, в принципе, вам еще раз покажу, так что не переживайте. Вот, после того, как вы добавили это все дело, в принципе, это можно закрыть. Но это еще не все. Чтобы это все работало и все было хорошо, мы заходим. Способ номер 3. Мы заходим в панель управления. Вот такая штука у нас открывается. Дальше. Управление параметрами 3D. Глобальные параметры. И нас здесь что интересует? Для тех, кто в танке, уже просто тоже много всем рассказываю. Большинство проблем тоже и с этим касается. Находим размер шейдеров и ставим на 100 гигабайт. Это важно, чтобы была меньше прогрузка и чтобы действительно система работала, и у вас не вылетала и все работало. Дальше. Самое топ, которое тоже люди все хейтят, думают, да какого черта такая низкая задержка, тудым-сюдым. То бишь, наоборот, все, большая задержка, оно не работает. А потому что вы заходите в панель NVIDIA, глобальные параметры, и здесь ставите вкл режим низкой задержки, либо ультра. Вот, в принципе, ультра тоже стабильно, но я использую вкл, чтобы типа тоже сильно не нагружать. В принципе, я любитель must-have, горячих пряников. Ну, вот, в принципе, с показателем вкл у вас уже маленькая задержка, все работает, все отлично. Вот, если у вас как бы мощный компьютер, то можете поставить ультра, тогда вообще задержка будет минимальна. Вот, дальше, здесь, в принципе, ничего такого больше существенного нету. Если у вас нету денег, песня классная, ну. Режим управления электропитанием. Это тоже одно из основных, чтобы у вас компьютер или лэптоп работал предпочтителен режим максимальной производительности. То бишь тогда у вас уже не будет этих просадок, да, у вас система будет наполняться, но при этом, если вы поставите ограничение там 50-60 кадров, зачем выше? Главное, чтобы была низкая задержка, там 50-60 кадров, и играть спокойно, стабильно и не париться. Тоже на это уделите внимание. Спасибо. Вот, и еще какой вариант? Еще к этому всему мы нажимаем система, параметры. Здесь мы находим, давайте я вспомню, система. Дальше нажимаете дисплей. Дальше у нас что есть? Графика. Дальше вот здесь смотрите, параметры по умолчанию, изменение стандартных параметров графики. Нажимаете здесь и включаете вот эту штуку. Раньше, когда мы там устанавливаем моды, кто-то наоборот говорит, надо ее убирать. А вот, ну, она существенно помогает нам что? Уменьшить время задержки и увеличить производительность. По сути, то, что нам нужно. И по сути, которое мы сейчас это все сделали, что у нас уже есть, первое, у нас есть режим NVIDIA генерация кадров.
Вот, второе, мы поставили меньше задержку, больше производительность электропитания. Это уже существенно поднимем, нам кажется, и систему и так далее. Вот, и это, в принципе, очень круто и очень важно. Для тех, кто вылетает, напомню, так же само следите за вот этими всеми обновлениями Windows, тоже многим это помогает. Вот, и что еще? Ну и третье, я считаю, это мод на оптимизацию, который что делать? Давайте тоже почитаем это дело. Рекомендуется с ухудшением... Так, по сравнению с Base, так, давайте я вам перейду в описание, чтобы здесь было показано. Решение для улучшения производительности и устранения проблем с заиканием, сохраняя при этом визуальное качество. Оно повышает эффективность ЦП и ГП. В целом она спокойно работает с DLSS уже, которая генерация кадров от NVIDIA. Вот, и если у вас карточка не RTX, и у вас больше GTX и так далее, а вот вы переходите сюда, и здесь у нас есть именно для ваших карточек. Это вам даст прирост именно по FPS, снизит ниже настройки, но зато у вас будет она более плавно уже идти. Особенно если у вас слабый ПК. А вот, в принципе, тут ничего сложного. Так же само нажимаете «Скачать». Там медленная загрузочка. Ребят, напомню, чтобы скачать, вам нужно обязательно здесь зарегистрироваться. Потому что многие спрашивают, да как оно не качается? Не знаю, как оно работает там в РФ. Вот. Ну, используйте VPN тогда, если у вас там что-то не работает и так далее. Вот. Поэтому к этому мы пришли. Куда это устанавливать? Давайте я вам тоже покажу. Напомню, кто не знает. А так у меня есть также видосы на канале, вот, на котором, в принципе, есть и моды, и как оптимизация. Вот сейчас уже более такой продуктивный, и действительно мне этот метод помог. Я начал использовать NVIDIA RTX уже именно генерацию кадров. Плюс вот эта штука, которую мы вам показывал, давайте посмотрим, STK. Вот этот STK-шник, он тоже очень сильно помог, потому что он именно базируется на том, чтобы ваша система вот это до пика не шла, и у вас было снижение именно мощности для ПК, либо лэптопа, чтобы он не перегревался, и не было вот этих сильных качелей, либо просадок очень сильных. Вот, поэтому устанавливайте вот этот мод. Давайте я вам покажу, как он выглядит на английском. Optimized Twix S2. Вот, уже вышла вторая версия, буквально вот недавно, если посмотреть, это когда там, может, 3 декабря или 1, да, 1 декабря. Это я сегодня его, кстати, поставил, обновил. Куда его ставить? А сейчас покажу. Думаете, что не покажу? Да покажу, я же человек простой. Ну, а с вас лайк и подписка. Ну, что сложно? Ну, спасибо. Вот, итак, как только мы это скачали дело, нам нужно следующее. В принципе, так же самое есть все в описании. Не ленитесь, не спешите, спокойно все делайте. Ничего не поломается. В крайнем случае, если поломается, как говорится, вы всегда это можете удалить и восстановить все как было. А вот поэтому не бойтесь, тут ничего сложного, как говорится, все возможно. Итак, как только мы скачали наш архив, нам его нужно отправить в папку Stalker. Это у нас будет там Steam, либо еще какая-то версия. Stalker 2, Content, Packs, Mods. Кто еще не устанавливал моды, как это делать, сейчас также сам вам покажу. Для этого я также самое, чтобы вам не тратить. Ну, давайте я вам покажу, как это перейти. У меня, допустим, Steam. И чтобы мне туда попасть, там нету целая история, но я вам покажу. Мы ж любим хардкор. Ну, нажимаю у меня диск D. Ищу Steam Library. Вот. Steam Library я дальше захожу Steam Apps. Угу. Успеваете? Молодцы. Дальше у нас Come On. Come On. Я обожаю это слово. Come On. Вот. И здесь мы спускаемся вниз и ищем наш любимый дорогой сталкер. Дальше. Опять же, используйте вот такие штуки, так сворачивайте, чтобы вам как бы удобно было, чтобы мое лицо не закрывало. Вот. И нам нужно, еще раз смотрим. Content, Packs, Mods. То бишь мы нажимаем Stalker, Content, Packs, Mods. У вас этой папочки может не быть, если вы никогда не занимались модами. Вот, просто ее создаете, но обязательно ее создаете с такой тильдочкой. Тильдочка — это у нас буква Ё русская, кто не знает. Создавайте вот такую папочку, и вот сюда вы перетаскиваете вот этот пак S2 Optimized Twix Base. Вот. И по сути это все, ничего сложного.
Как вы видите, у меня есть так же самое, использую без шейдеров, вот, чтобы быстрее все прогружалось, без вот этой компиляции. Но если у вас там действительно, я не знаю, мощный компьютер, все быстро работает, вы можете это убрать, чтобы оно лишний раз все-таки прогружало шейдеры, чтобы было более стабильно, поэтому тоже это все тестируйте. А вот, кто не знает, так же самое вы можете перейти на этот сайтик, на Nexus, здесь вводите no shader, но я в целом это показывал уже, кто не видел, кто не знает, да, shader. Вот, и вот здесь он вот так вот выглядит, no shader warm-up, alright. А вот, и вот, в принципе, так же самое отправляете вот сюда, где оно есть. Что это нам даст? А сейчас покажу. А вот, переходим в наш любимый Steam, нажимаем играть. И вы сейчас посмотрите, как у меня игра запускается, вот, как она работает. И это, кстати, очень удобно, потому что мы не тратим время, особенно когда тестируем. Я уже протестировал кучу модов, куча всего, уже 2 раза игру тоже переустанавливал. Вы думаете, так легко? Нет. Да, хромает очень все, оптимизация очень паршивая. Разрабы там что-то пыхтят, что-то делают, стараются. Ну, понимаем, игрушку ждали все долго. И как видите, вжух, и я уже в игре. Класс, вообще супер, а? А вот, но опять же, если вы не хотите там каких-то проблем, каких-то нюансов, вы не ставьте. Пусть оно все-таки компиляцию шейдеров устанавливает. Что такое компиляция шейдеров? Перед началом игрушки, это когда загрузка именно там всех ядер, чтобы прогреть именно вашу видюху, и чтобы она нормально генерировала, без всяких тоже лагов и так далее. Но так как в Сталкере мы и так заходим в игру, и очень большой поток всего, во время игры в любом случае компиляция шейдеров, что правильно происходит. Вот, ну, чтобы не ждать вот эту компиляцию лишний раз и быстро можно тестировать там моды и прочее, я ее использую, и мне это, в принципе, заходит. Фух, надеюсь, инфа полезная, стараюсь, но ё-моё. Итак, смотрите, теперь в настройках у нас графика, средняя, низкая, там все такое. По настройкам здесь волосы убираем нахрен. Опять же, если у вас дискретная виндуха, у вас больше мощности, ставьте средний и высокий. Если у вас лэптопы, это средняя, низкая. Но волосы всегда на низком. Окей. А постобработки сглаживания это нахрен убираем, потому что она очень сильно грузит всю систему, и также самое вам рекомендую. Вот по масштабированию здесь, в принципе, каждому свое. Если у вас, опять же, десктопные и прочее, вы хотите действительно крутую графику, то ставьте здесь именно quality, типа качество. Если вы используете, ну, не хотите, чтобы сильно система грелась, не хотите там, чтобы сильно затратно было масштабирование, или вот я, например, сейчас записываю видос, потому что у меня как бы тоже 15 FPS сжирает OBS, вот когда во время записи. Поэтому я ставлю там низкие, там средние, и в принципе все работает. Вот, ну и самое главное, смотрите, я теперь не использую FSR, вот, и у меня есть создание кадров. Вот по отражениям все тоже это убрал нахрен, туман, облака, опять же, оно сильно не влияет, но я просто скинул, опять же, чтобы вам показать, что оно у меня работает, все отлично. Вот, и по дисплею здесь, смотрите, уже залочено Reflex Low, то, что я вам говорил, и это мы сделали благодаря панели управления, помните, да? А вот, мы там ставили низкую задержку на вкл, и можно низкую задержку поставить ультра, тоже вам даст большой прирост. Вот, ну и по сути, дожущий. Это все. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайк, дизлайк. Вот, ну больше лайк. Не забывайте подписываться. Выкладываю видосы на ВК видео. Кто там больше в ВК сидит, и YouTube у вас постоянно проблемы, я прекрасно понимаю. Вот, подписывайтесь в Telegram, буду только рад. Там всегда быстрее инфа идет, быстрее мне как-то контактировать с людьми, которые тоже имеют какие-то проблемы. Вот, ну и добра, позитивчика вам, хорошего настроения, ждем нормальную уже оптимизацию на официальных патчей, чтобы уже все хорошо у нас было, работало. Вот, как ни крути, все равно мы будем в Сталкер играть. В принципе, когда первая часть так же самое у нас с костылями, ну, честно, в первую часть я ее не прошел. Я не такой сильный прям фанат Сталкер, мне все-таки ближе метро зашло. Вот, да, вот так вот. Метро вообще прям Exodus, прям фуф, я его в один стрим, мы там с ребятами играли еще давно. Вот, очень крутая игрушка, и там все-таки мне нравится больше дизайн. Вот, ну, Сталкер есть Сталкер, это все-таки приближенная к нам, приближенная к реальности.
Вот, поэтому тоже напишите в комментариях, что вам больше нравится, Metro Exodus, либо Stalker. Вот, ну, надеюсь, видос вам понравился, поэтому поддержите канал, подписывайтесь, буду только рад стараться делать для вас видосы такие. Вот, надеюсь, у вас все наладится, все будет хорошо работать. Вот, ну, до новых встреч, всем спасибо, пока. Фух, не, ну красава, пацан, делается, старается. Так, ничего не пустил. Так, как вы поняли, да, создание кадров появилось, у вас этого не будет. Только после того, когда вы зайдете и поставите вот этот патч. Напоминаю, вот этот патч DLSS to FSR. Но оно работает только на NVIDIA RTX 2050, 2060, 2070, 3050, 3060. То бишь для карточек вот это 2-3 уровня. А вот. И DLSS 3, кстати, тоже может, я это не затрону, чтобы уже все были. Переходим. Видите, как стараюсь? Уже вроде бы попрощался, ну потому что я хочу, чтобы все было хорошо. Стараюсь для вас, чтобы у вас было все отлично, чтобы, как говорится, кайфовали. Вот, потому что я за кайф, я за позитив. Окей, давайте тут развернем. Для тех, у кого карточки 4060, 40-я серия, и если тоже есть какие-то просадки и фигово работает DLSS, напоминаю, в Stalker здесь у нас идет DLSS 3, Stalker 2. Как это выглядит, давайте, тут, в принципе, есть даже статья об этом. И как видите, смотрите, они сделали именно полноценный DLSS, который у вас изначально уже должна быть вот эта кнопка в игре типа генерация кадров для NVIDIA. И как существенно оно дает вот такой сильный прирост. Класс, класс. Но для этого, чтобы оно работало, обязательно поставьте драйвер. Что мы тут с рекламой? А вот, нажимаете здесь, ищите карточку, допустим, 40-я серия. Здесь выбираете, допустим, там 4060, 4070, там TI, супер и так далее. А вот, нажимаете Find. И устанавливайте, безусловно, последнее обновление. Потому что последнее обновление, это буквально там от ноября месяца. Или какое тут будет последнее обновление? А где обновление? Или нету? Ха! Драйверов нету. Все, уходите. Не, ну ладно, окей. Я просто честно не в курсе, как оно должно быть. Подожди, 4070, Windows, бла-бла-бла. Правильно, все швел. Find. Или он там прогружал? А, она не прогрузилась, я отменил. Да. А вот, и как видите, здесь последняя вот 12 ноября. Если у вас не 12 ноября, если у вас гораздо ниже, у вас DLSS 3 будет работать не очень правильно. Поэтому поставьте последний DLSS, и тогда у вас будет вот такой нормальный процент соотношения качества. От 4060 он, смотрите, там уже... Было 35 FPS, после DLSS 3 уже 72. Вот поэтому обновите драйвера, и вам тоже будет респект и уважуха. Так, ну, ребят, ну на этом, думаю, точно все. Поэтому всем приятного провождения в зоне, хорошего настроения. Пока. Фух, не, ну красава, пацан, ну какой есть. Чао.